Главные новости сегодняшнего дня. Сегодня рано утром в Москве срочно госпитализировали в московскую больницу номер 24 народного артиста России Юрия Николаева. Об этом сообщает супруга артиста Элеонора. Предварительная причина госпитализации известного телеведущего – это сердечная недостаточность и воспаление легких. На данный момент Юрий Александрович Николаев чувствует себя удовлетворительно. Накануне вечером в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный советский и российский актер Олег Руденко-Травин, который известен широкому зрителю по таким популярным сериалам, как «Глухарь» и «Метод». Олегу Руденко-Травину было 67 лет. Он дебютировал в кино в 1987 году. За плечами артиста более 50 кинопроектов. У певицы Лолиты были отменены ближайшие музыкальные концерты в 17 городах Российской Федерации. Причина отмены концертов – это чрезвычайное событие, которое произошло накануне во время концерта Лолиты в городе Уфе. Певица Лолита опоздала на свое музыкальное выступление в столице Башкортостана на 2,5 часа. В связи с этим многие зрители разошлись и не дождались начала концерта. Певица Лолита была оштрафована на 300 тысяч рублей. Помимо этого, все зрители, которые были на концерте, получили денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Сегодня утром во Франции, в Париже, старшей внучке известного телеведущего Леонида Якубовича продлили срок пребывания под арестом на 2,5 месяца. Еще в сентябре этого года старшую внучку Леонида Якубовича задержали во Франции за незаконное пребывание в данной стране и ведение коммерческого бизнеса. Внучке Леонида Аркадьевича на данный момент грозит до 5 лет лишения свободы. Сегодня в Москве в Басманном суде начинается повторный судебный процесс против известной певицы, народной артистки России Ларисы Долиной. Во время первого судебного процесса, который происходил летом этого года, Ларису Долину защитили ее высокопоставленные покровители. Однако антикоррупционный комитет и Следственный комитет Российской Федерации настоял на пересмотре дела и открытии второго судебного процесса. На данный момент Ларису Александровну Долину обвиняют по 3 направлениям: получение крупных денежных взяток, злоупотребление своим должностным положением и нанесение вреда человеку, повлекшему его смерть. Чрезвычайные события, которые на данный момент обсуждаются в суде, произошли еще год назад. Лариса Александровна Долина на тот момент работала в Московском государственном институте культуры. Она была ведущим преподавателем и заведующим кафедрой. Во время летней сессии и сдачи экзаменов выяснились некоторые шокирующие подробности преподавательской деятельности Ларисы Долиной. Несколько студентов написали заявление на имя ректора вуза, что Лариса Александровна Долина брала крупные денежные взятки со своих студентов во время сдачи экзамена. Ну а чуть позже произошло и вовсе шокирующее событие. Во время одного из экзаменов Лариса Долина поймала студента за пользованием шпаргалки. Лариса Александровна неадекватно среагировала на данный эпизод. Она ударила студента скрипкой по голове, в результате чего молодой человек скончался через несколько дней в результате черепно-мозговой травмы. По заявлению следствия, суд над Ларисой Долиной будет продолжаться до февраля 2025 года, после чего и будет вынесено окончательное решение суда. Известная певица Лайма Вайкуле в Латвии во время поездки на поезде местного назначения подверглась ограблению. Лайма Вайкуле путешествовала в одноместном купе бизнес-класса, пока по неизвестной причине певица вышла из купе и не закрыла за собой дверь.
По словам проводниц поезда, Лайма Вайкуле отсутствовала не более 10 минут, однако за это время неизвестные преступники сумели похитить ценные вещи артистки. По предварительным данным, в результате ограбления Лайма Вайкуле лишилась 15 тысяч евро, дорогого телефона и золотых личных украшений. Пресс-служба комитета сообщает несколько трагических новостей из мира шоу-бизнеса и культуры. В Турции трагически погибла семья известного певца 90-х годов Саши Айвазова. Несчастный случай произошел во время туристической экскурсии. По данным местных СМИ, погибла супруга и дочь артиста. У внучки легендарного советского певца Иосифа Кобзона скончался жених прямо во время свадьбы. 23-летняя внучка Иосифа Кобзона сочеталась в законном браке с известным израильским бизнесменом. Прямо во время праздничного застолья у 35-летнего бизнесмена, молодого человека, произошел анафилактический шок. Одна из возможных причин трагедии – это употребление несовместимых пищевых продуктов. В тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом в Кировской области попала известная российская певица Катя Лель. Артистка возвращалась с гастролей к себе домой, в автомобиле, где находились ее супруг и дочка. За рулем черного БМВ находился 45-летний муж певицы, бизнесмен Сергей. По данным полиции, водитель уснул за рулем, в результате чего и произошла трагедия. В результате аварии погиб муж певицы Сергей. Сама Катя Лель и ее дочь были госпитализированы в тяжелом состоянии. На данный момент дочь Кати Лель находится в реанимации. Состояние самой певицы также вызывает серьезные опасения. Очень приятная и обнадеживающая новость для всех поклонников таланта известного актера Сергея Бодрова-младшего, который, по данным российских источников прессы, погиб еще 22 года назад, в 2002 году. Еще летом этого года мы сообщали, что в результате новой спасательной операции, которая была организована начальником комитета Никитой Михалковым, около Кармаданского ущелья в одной из деревень был найден мужчина, как 2 капли воды, похожий на Сергея Бодрова. К месту происшествия выехали Сергей Бодров-старший и семья артиста. В результате медицинской экспертизы было достоверно установлено, что данный человек в действительности является Сергеем Бодровым. На тот момент Сергей Бодров практически полностью был лишен памяти и практически не разговаривал. И вот спустя несколько месяцев появились самые последние новости. Память к Сергею Бодрову вернулась лишь частично, однако разговорная речь в полном порядке. Сергей Бодров на данный момент готовится приехать в Москву, однако, как стало известно, он больше не планирует связывать свою жизнь со съемками в кино. По словам лечащих врачей, Сергей Сергеевич Бодров перенес колоссальный психологический стресс, и для полного восстановления здоровья артиста потребуется не 1 год. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.